Всем, ребята, привет! Добро пожаловать на канал саморазвития «Красная таблетка». И сегодня, как обычно, с нестандартной точки зрения, мы рассмотрим один из самых главнейших моментов, которые помогут достичь результат каждому из нас. Если вы начнете это применять каждый день в течение вашей деятельности, жизни, взаимодействия с людьми, создания бизнеса, то тогда у вас все получится. Благодаря этому ваш бизнес станет намного масштабнее. Вы сможете быстрее достичь тех результатов, которые хотите. Поменяется окружение. Вы сможете понять, чего вы хотите и что вам действительно нравится. В вашей жизни появится намного больше счастливых моментов. А самое главное, вы просто начнете жить своей жизнью. Что же это такая за секретная штука? Давайте разберемся вместе с красной таблеткой. Канал саморазвития «Красная таблетка». Чаще всего мы медленно развиваемся или чего-либо достигаем, или чего-либо получаем только лишь потому, что у нас есть какие-то определенные сомнения, страхи, определенные убеждения, ограничения. То есть в нашем мышлении есть определенные границы, которые говорят: это у тебя не получится, это очень сложно, это для тебя вообще недоступно. Ты хочешь что-то сделать такое интересное для себя, но это могут не понять другие люди. Приходят сомнения, что это действительно принесет тебе результат, который ты хочешь. И обратите внимание, в большинстве случаев нас тормозит мысль. Все это связано с тем, что у нас появляются сомнения. Приставная часть к мнению, к другому мнению. Твое мнение прикрепляется к чьему-то мнению, и потом начинает это разрушать изнутри. Когда человек хочет с кем-то спорить, драться, конфликтовать, или у него что-то не получается, или у него есть какой-то страх, то всегда есть какое-то, чужое мнение внутри этого. Безусловно, мы можем воспринимать это как наше. Не такой уж богатый ум или знание по этой сфере, поэтому я не смогу этого достичь. Но я уж не такая и красивая, чтобы получить этого мужчину или запустить суперблог. Но я уж не такая-то и умная, чтобы говорить тут о чем-то, делиться своим мнением или помогать людям. И так далее. Все эти структуры построены на определенном общественном мнении, которое нам передали в процессе взросления, в нашей школе, из детства, в наших правилах, с государства и вообще каких-либо социальных структур. Если я сделаю что-то не так, если я прыгну в бассейн как-то неправильно, если я одену какие-то странные шорты, если я запишу видос, сделаю там много ошибок, если я напишу пост, если я пройдусь не с тем человеком по улице, то мне что-то скажут, я буду чувствовать себя дискомфортно и так далее. Прикинь, то есть получается, мнение других на самом деле ставится на первую позицию, нежели чем мое ощущение. Понимаете? Они же хотят тебе помочь, эти люди. Они же хотят тебе как-то упростить твои действия. Но очень важно понимать, что у каждого человека свой путь, у него абсолютно разное видение ситуации, потому что, я говорил в предыдущих видео, мы принимаем решения, исходя из нашего предыдущего опыта, из нашего предыдущего взросления, и, соответственно, мы можем видеть дерево совсем по-другому, так как видит это другой. Когда мы будем забираться на одно и то же дерево, мы будем цепляться за совсем разные сучки, и поэтому у каждого человека есть свои ошибки, есть свои какие-то успехи, есть какие-то свои достижения, есть свои какие-то компетенции, которые не видит другой человек. Для меня лично записывать видосы каждый день, монтировать их, заниматься постоянно изучением психологии, консультируя людей, помогая им раскрывать себя. И для меня это простой путь достижения своих результатов. А для кого-то это будет темный лес, для кого-то это будет неинтересно, очень сложно, это очень заумно. Мы всегда переживаем и цепляемся за других людей, за ситуации, за возможности, которые кажутся нам на первый взгляд очень сильно полезными, очень сильно правильными. Но это очень часто бывает, что это идет из мнения других. Но как только ты понимаешь, что единственный взгляд на эту жизнь, самый ясный, самый четкий, самый правильный, самый полезный для тебя, это только твой взгляд на твою жизнь, это тебя охренительно отправит в космос в реализации всех твоих желаний и мечт. Очень давно, наверное, лет 8 назад в Инстаграм я наткнулся на одну страницу. Она была не популярна, но у девочки был слоган очень интересный. Она написала: «Это моя жизнь,
хочу ее и порчу. Насколько гениально это выражение, что это моя жизнь, я хочу ее и порчу. Так вот, самая важная способность и самый важный момент, который необходимо всем нам выработать, освоить, научиться, это чтобы стало тебе похер на мнение других. И в этом и заключается суть. Вам необходимо всех послать нахер. В первую очередь мнение всех своих близких, окружающих людей. И это не значит то, что ты должен или ты должна относиться к ним как-то плохо. Тебе необходимо понять, что эти люди никогда тебе не помогут. Единственное, кто может помочь тебе, это ты сам, это ты сама. Как только у тебя появится твердое, плотное ощущение, что пошли все нахер. У меня есть, кстати, видео, называется эта фраза «Изменит твою жизнь». Обязательно посмотри. Если ты это не смотрел, это супер, мега ракета, пушка видео просто. Как только я начал понимать, что мне становится намного проще воспринимать критику других людей, как бы мне становится похер на этих людей, похер на это мнение, я понимаю, что рядом со мной остается далеко не меньше людей, которые меня поддерживают, которые понимают мой стиль, которые понимают мои мысли, которые понимают мою глубину исследования этого мира и моей жизни. Те люди, которые не соприкасаются, не синхронизируются с твоим стилем, с твоей реализацией, они просто должны идти нахер. Потому что, когда ты начнешь постоянно им что-то объяснять, ну вот вы знаете, на самом деле я это делаю для того, чтобы вот это получить, ты начинаешь перед ними оправдываться. А оправдывание всегда теряет огромное количество времени, энергии и твоего энтузиазма по отношению к твоей цели. Существует два варианта, когда я записываю видео и люди говорят: блин, круто, нифига, зашло прямо в сердце, благодарю тебя. Это очень гениальная идея, гениальная мысль, гениальная точка зрения. Либо человек говорит: а зачем, как, почему и так далее. И человек реально не понимает. Понятно, что у человека возникают вопросы, я могу с ним это обсудить. Но если человек в априори вообще не одупляет, о чем идет речь, я не буду даже ему это объяснять, потому что это глушняк, это абсолютно пустая трата времени. Если с тобой находится рядом человек, который тебя не понимает, тебе единственное, что необходимо ему сказать, конкретно словами или просто про себя: пошел нахер. Все, идешь дальше, ты найдешь обязательно людей, которые тебя поддержат, которые поймут твой стиль. И когда придет это твердое ощущение, что все советы, которые тебе дают, на самом деле тебя только останавливают, и это ничего не значит в твоей жизни, и любое твое проявление, которое ты хочешь предоставить в этот мир, это очень круто, тогда придет понимание, чего ты хочешь, куда тебе нужно идти, и перестанешь бояться делать ошибки. Как только у человека возникает плотное, твердое ощущение «пошли вы все нахер», ты начинаешь делать именно то, что тебе нравится. Канал саморазвития «Красная таблетка» как раз и построен на том, чтобы убрать те мнения, те шумы, которые я слышал сам, и я понимаю, насколько сильно они тормозят. Но как только ты осознаешь, что единственная сила — это в тебе, тогда все начинает меняться. Так важно прокачать это ощущение, что мне похер на мнение других людей. Тебе заходит видос, я искренне рад тебе. Ты не понимаешь, что происходит, иди дальше. Хреново туча видосов, которые, возможно, ты поймешь. Все. И так должно быть во всем. Когда ты заводишь отношения с женщиной, с мужчиной, неважно, если вдруг вы начинаете где-то слишком избыточно договариваться, то у вас всегда будет это трение в любой другой момент. Нельзя построить отношения через башку. Посмотрите мой видос. Если на первую секунду у тебя не заходит синхрон с этим человеком, с этой мыслью, с этой идеей, отправляй нахер. У тебя обязательно придет следующее. Не нужно тратить время, не нужно выдавливать из чего-то что-то непонятное. Не нужно придумывать, уговаривать себя. Необходимо послать всех нахер. Единственное, что необходимо каждому из нас, это понять, что это твой путь, это твои ошибки. Единственное, когда ты будешь получать счастье, это тогда, когда ты начнешь жить своей жизнью. А для того, чтобы начать жить своей жизнью, не нужно слушать мнения других. Я сейчас скажу тебе фразу, и используй это каждый раз, когда тебе кто-то высказывает свое мнение. Для того, чтобы постепенно запустить отсоединение свое, чтобы убрались сомнения, чтобы осталось только мнение, и оно твое. И другие не мешали тебе, не разрывали тебе сознание, не огорчали тебя, не отвлекали тебя, не забирали у тебя энергию. Просто скажи:
Это твое мнение, но мое мнение, оно другое, и оно для меня приоритетнее. Я уважаю твое мнение, но я попрошу тебя не говорить свое мнение, если я этого не прошу. У тебя есть два варианта. Либо ты говоришь, что ты молодец, у тебя все получится, либо ты мне говоришь ничего, потому что я не просил твоего мнения. Когда мы чувствуем свое мнение, свои ощущения, свой уровень комфорта и дискомфорта. И тогда, когда мы можем сказать «нет» человеку, тогда, когда мы можем его послать нахер, тогда, когда мы можем забыть то мнение, которое было для нас важно извне, это называется личные границы, которые необходимо прорабатывать с детства, вытаскивать ситуации, которые у нас были в детстве, потому что те эмоции, которые были до этого, они очень сильно провоцируют нашего аватара на определенное поведение. То есть, если в детстве родители говорили, что твоего мнения никто не спрашивал, закрой свой рот, то тогда это очень сильно убивает потенциал личности. И мы очень часто начинаем слушать других, потому что нам сказали, что ты чмо, что ты маленькое создание, которое не в силах поменять это пространство свое. А вот эти другие взрослые, большие, сильные люди, они знают, вот к ним надо прислушиваться. Так это путь в никуда. Это путь к большим, глубоким потерям и проблемам в этой жизни. И единственное, что освободит и поможет тебе достичь всех результатов, которые ты хочешь, это чтобы любое мнение любого человека было послано нахер. Конечно же, более глубинно и подробнее я раскрываю эту тему в своих консультациях личных и в программе личного наставника. Я буду искренне рад вас видеть. Я оставлю ссылки на мой сайт, и вы можете ознакомиться с этой информацией. Я верю в себя, я верю в свой путь, я верю в свои достижения, я верю в свои цели, я верю в свою силу. И я верю в тебя. И я знаю, что у тебя точно получится послать нахер те мнения, которые тебе уже так давно мешают, и получить то, что ты желаешь. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красное отопление».